Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Север Танзании умеет быть жестоким. В долине реки Мара земля, когда-то кормившая тысячи созданий, превратилась в потрескавшуюся корку цвета запекшейся крови. Пыль здесь не просто оседает на коже, она проникает в пары, в легкие, в сами мысли. Это была самая страшная засуха за последние 40 лет. Воздух дрожал от зноя, а горизонт превратился в мутное марево, где небо и земля сливались в единый серо-желтый хаос. Для стада, во главе которого шла старая мудрая матриарх, мир сузился до одной цели — воды. Но русла пересохли, а слоны, обладающие генетической памятью о древних источниках, обнаружили на месте водопоев колючую проволоку и человеческие поселения. Голод и жажда стерли страх. Когда стадо вышло на изумрудно-зеленые поля фермеров, выживших лишь благодаря системе орошения, это была не агрессия, это был акт отчаяния. Крики людей, треск ломающихся стеблей кукурузы и гулкий топот слились в канонаду хаоса. А потом раздались выстрелы. В ночной тишине они звучали, как сухие щелчки хлыста, за которыми следовал трубный рев боли. К рассвету долина Мара затихла. Над вытоптанными полями поднимался пар. Среди растерзанной зелени, как серые скалы, высились неподвижные тела. 11 слонов. Почти вся семейная группа была уничтожена за несколько часов. Люди, защищавшие свой последний шанс на выживание, стояли поодаль, опустив ружья. В этой трагедии не было победителей. В нескольких сотнях метров, в густой, чудом уцелевшей траве у оросительного канала, замер маленький комок серой плоти. 8-месячный Кайо выжил только потому, что в момент начала стрельбы отвлекся на тонкую струйку воды, сочившуюся из пробитой трубы. Он видел, как падали его тети, как рухнула бабушка, как его мать, пытаясь закрыть его собой, сделала последние несколько шагов и затихла навсегда. Когда сотрудники Департамента охраны дикой природы прибыли на место спустя 2 дня, они не ожидали найти живых, но Кайо стоял там же. Он не двигался, его хобот безвольно свисал, касаясь кончиком сухой пыли. В его глазах не было страха, когда люди набрасывали на него путы, не было ярости, когда его поднимали в кузов грузовика. В них была пустота, такая глубокая, что даже опытные егеря отводили взгляд. Слоненка доставили в реабилитационный центр. Доктор Амина Салех, ветеринар с 15-летним стажем, видевшая сотни сирот, сразу поняла — случай Кайо особенный. Физически он был на грани. Критическое обезвоживание, солнечные ожоги, истощение. Но медицина знала, как лечить тело. Куда сложнее было с тем, что Амина называла «смертью духа». «Он не просто в стрессе, Даниэль», — тихо сказала она главному смотрителю Даниэлю Аконго, наблюдая за слоненком через камеру. «Он стер себя. Слон — это социальное существо. Его «я» существует только в отражении его семьи. Без них он не знает, существует ли он вообще». 3 дня Кайо провел в углу своего вольера. Он не притрагивался к молочной смеси, игнорировал свежие ветки акации. Даниэль часами сидел рядом, рассказывая ему тихие истории на суахили, пытаясь просто быть присутствием, которое не несет угрозы. Слоненок не реагировал, он не спал, он просто стоял, погруженный в свой внутренний склеп. Другие слонята-сироты в соседнем загоне, шумные,
вечно ищущие внимание, пытались подойти к ограде, просовывали хоботы, издавали призывные звуки. Кайо даже не поворачивал головы. На 4-й день Амина начала готовиться к зондовому кормлению. Это была крайняя мера, часто вызывающая у слонят еще больший стресс, который мог стать фатальным. Все изменил случай. Утром 5-го дня рабочие ремонтировали крышу соседнего ангара. Один из них нес широкий лист полированного металла, кусок обшивки, который должен был служить отражателем. Проходя мимо вольера Кайо, рабочий на мгновение замер, перехватывая ношу. Солнце, стоявшее в зените, ударило в металл, и яркий ослепительный блик полоснул по стенам вольера. Кайо вздрогнул. Его зрачки, расширенные от темноты его собственного горя, сузились. Он медленно, с трудом повернул голову. В металлическом листе, как в мутном зеркале, возник силуэт. Серый, маленький, одинокий. Смотрители, заметившие эту реакцию, замерли. Даниэль знаком приказал рабочему остановиться. Кайо сделал шаг. Первый самостоятельный шаг за 3 дня. Он подошел к ограде, за которой стоял человек с листом металла. Слоненок вытянул хобот и коснулся холодной, гладкой поверхности. Отражение сделало то же самое. «Оставьте это здесь», — скомандовала Амина. «Закрепите лист прямо на столбах ограды». Следующие несколько суток стали настоящим научным и эмоциональным откровением. Специалисты центра знали о зеркальном тесте, классическом способе определения самосознания у животных. Слоны — одни из немногих существ на планете, способных узнавать себя в зеркале. Но для Кайо это не было тестом на интеллект. Это был тест на выживание. Доктор Амина наблюдала за ним из укрытия. «Посмотрите», — шептала она. «Он не думает, что это другой слон. Он изучает связь. Я двигаю ухом, тень двигает ухом. Я открываю рот, тень открывает рот». Кайо проводил перед зеркалом часы. Сначала он просто стоял, изучая каждую складку на своей коже, каждое движение своих глаз. Лишившись стада, которое служило ему живым зеркалом, он потерял ориентиры. В одиночестве он был ничем. Зеркало вернуло ему подтверждение его физического бытия. Вечером того же дня, после долгого сеанса общения с самим собой, Кайо впервые подошел к ведру с молоком. Он пил медленно, постоянно оглядываясь на свой металлический лист, словно проверяя, не исчезнет ли он, если Кайо отвлечется. Через неделю Кайо начал меняться. Его движения стали увереннее. Он начал тренироваться перед зеркалом, учился сворачивать хобот кольцом, пробовал вставать на задние ноги, имитируя позы взрослых самцов, которые он видел когда-то в стаде. Он заново собирал свою личность по кусочкам. Когда Амина поняла, что момент настал, к вольеру привели Зару. Зара была 2-летней слонихой, потерявшей мать от рук браконьеров годом ранее. Она была спокойной и очень тактильной. Сначала Кайо испугался. Он попятился к своему зеркалу, ища в нем защиты. Но Зара сделала нечто удивительное. Она подошла к металлическому листу и встала рядом с Кайо. Теперь в зеркале было двое. Кайо смотрел то на отражение Зары, то на нее саму. Он видел, как она касается его плеча в реальности, и видел это же движение в зеркале. Граница между его внутренним вакуумом и внешним миром окончательно рухнула. Он протянул хобот и робко коснулся щеки Зары. В этот момент зеркало перестало быть нужным. Оно выполнило роль моста. Прошло 6 месяцев. Засуха в долине Мара отступила под натиском благодатных дождей.
Земля снова зазеленела, и река наполнилась жизнью. Кайо, теперь уже крепкий и любознательный подросток, живет в большой группе сирот в зоне мягкой реабилитации. Это пространство площадью в 1000 гектаров, где слоны готовятся к окончательному возвращению в дикую природу. У него есть новая семья — Зара, еще несколько слонят его возраста и опытные слонихи-наставницы. Зеркало давно убрали. Кайо больше не ищет подтверждения своего существования в куске металла. Его «я» теперь отражается в глазах его сородичей, в их совместных играх в грязевых ваннах, в их коллективном реве на рассвете. Иногда, подходя к водопою в жаркий полдень, Кайо замирает. Он смотрит на гладкую поверхность воды. Там он видит не того испуганного, умирающего малыша из вытоптанных полей. На него смотрит сильный молодой слон с ясными глазами и мощными бивнями, которые только начинают пробиваться. Он знает, кто он. Он знает, куда он идет. Его история — это не только история о трагедии, но и о том, что даже когда мир вокруг рушится, а близкие уходят, где-то в глубине души всегда остается искра жизни. Иногда, чтобы она разгорелась в пламя, нужно просто увидеть в зеркале того, кто достоин борьбы. Ведь в конечном итоге все, что у нас есть, — это любовь, которую мы оставляем после себя, и те, кто готов хранить ее в своем сердце, даже если для этого нужно просто увидеть себя в зеркале.